Привет, Хелен. Снял репортаж для мамочек, которые отпускают своих взрослеющих сыновей, бывших школьников, учиться в какое-то Сасово. Волнуются же. Еще купил зеленый фон. Вдруг ты захочешь пригласить меня в какое-нибудь шоу в качестве гостя, а я не смогу приехать. Вот тогда вмонтируешь меня как-нибудь. Почему в шапке в помещении? Посмотришь видео, поймешь. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в программе репортаж для мам, подрастающих сыновей, и в связи с этим небольшой штопор, вызванный ассоциациями. Жизнь как коробка шоколадных конфет. Это известная фраза миссис Гамп, которая всегда очень старалась помочь своему сыну. А ее сын, Форест Гамп, встречался в кино со многими историческими личностями и даже разговаривает с Джоном Ленноном на каком-то шоу. Форест Гамп, Джон Леннон. Возвращением. Как там в Китае, вы можете сказать? И сделано это без всяких нейросетей. 94-й год. Реальная картинка наложена на реальную. Наша продюсер тоже бы никогда не стала что-нибудь подрисовывать из любви к Хантеру Томпсону. Поэтому на всякий случай я решил попробовать зеленый экран, чтобы совместить реальную картинку с реальной. В выпуске про романтику я не упомянул фильм «Мимино», а это очень важный фильм, поэтому сейчас буду в шапке. Если получится плохо, то хоть волосы совсем все не испортят, а получится хорошо, то в ней я не затеряюсь на фоне Валентина Константиновича. Итак, тоже мне белый костюм. Мне баклажановая ХБ больше нравится. Я бы в инструктора пошел, да в Сасове оставаться не хочу. А я хочу. Валентин Константинович после рейса в Берлин решил вернуться в родное Тель-Авив, чтобы летать на Ми-2. А чем Сасово даст фору Берлину? Смотрим в репортаже. И да, он для успокоения слишком волнующихся мам будущих летчиков. Там есть красивые дома. Удивился полицейский в фильме «Брат 2». Наверное, для американских полицейских красивые дома и уличная преступность несовместимы. Небольшое отступление. Почему в Сасове есть летное училище? Потому что здесь есть железная дорога. А почему через село Сасово провели железную дорогу? Потому что здесь жили богатые люди, которым очень хотелось, чтобы здесь прошла железная дорога. И, конечно же, назывались они тогда купцы. И эти люди построили очень красивые дома, которые теперь называют купеческими. Храм иконы Казанской Божьей Матери построен в 1826 году в честь победы над Наполеоном на пожертвование прихожан. Но основной вклад, конечно же, внесли местные купцы. А этот красивый дом – бывший военкомат. А еще раньше – дом купца Егорова. Дом купца Постникова. С пристройкой новодела теперь почта. Новое здание школы. Если ехать по железной дороге, которая там, и смотреть из поезда в город, то это самое заметное и яркое здание. Дом купца Баканова. Теперь это музей русской песни имени Александра Петровича Аверкина. Того самого, который написал музыку к песне «На побывку едет молодой моряк, грудь его в медалях, лента в якорях». 106-я школа, бывшая мужская гимназия.
мужская гимназия в селе. В общем, это вам не какие-нибудь бугры. Так что, товарищи курсанты, не вы принесли сюда культуру. Было и до вас. Дом купца Ивана Зубова, владельца канатного завода. Сам он здесь не жил. Дом был доходным. То есть здесь жили постояльцы. Шик, блеск, красота. Мне кажется, что тот американский полицейский, увидев такие красивые дома, не побоялся бы отпускать своих детей учиться в Сасовском летном училище. Ну а здесь разъясняется, почему Постников мог позволить себе строить красивые дома. Придем, крутим, продаем пеньку, выделываем в бичеву, продаем волокно для веревки и бечевки. Еще один замечательный объект в память о спичечной фабрике Обухова. Оказывается, здесь производили чудные вещички 19 века. Но самое интересное, что Сасово было в Тамбовской губернии. Это теперь оно в Рязанской. Так что, товарищи курсанты, можете смело говорить своим друзьям и родителям, что вас не только кормят здесь глазастыми грибами, но и вы стали друзьями волкам. Пол Шведов специально для шоу Хелен Гудев.